Всем привет, добро пожаловать на новый выпуск видеоподкаста Russian Progress, подкаст для изучения русского языка через прослушивание. И сегодня в этом выпуске подкаста я расскажу вам о своей поездке в Калининград. Давно уже собирался, я туда ездил в январе еще, сейчас у нас уже конец февраля, но все как-то руки не доходили. Вот это классное выражение, руки не доходят до чего-то, значит, ты все никак не соберешься чем-то заняться. И по традиции, шатаут спонсорам на Патреоне. Я, если честно, просто в шоке, потому что я посчитал, с последнего выпуска подписалось на Patreon 34 человека. 34 человека, и это рекорд за все месяцы, за все 2,5 года существования проекта Russian Progress. Так что всем огромное спасибо. Бонусы, которые вы там получаете, это транскрипции. К этому выпуску тоже будет полная транскрипция с переводами сложных слов. Также к некоторым выпускам я добавляю полный перевод. Также есть экстра подкаст, дополнительный подкаст к каждому выпуску. И еще одна вещь, которую я добавил, это если вы подписываетесь на транскрипции, на уровень транскрипций, это самый популярный там уровень, то также вы получаете доступ к чату в Telegram. Я открыл чат в Телеграме буквально вчера, и там уже 30 человек. Так что заходите, ссылочка в описании, и еще раз всем огромное спасибо. А мы начинаем наш шатаут. Я передаю привет Каллум, Алис, Irish Beastman, Майк, Людвиг, Кристофер, Роберт, Райкамал, The Polyglot Violinist. Кстати, подписывайтесь на этот канал, это мой ученик. Арпад или Арпадс, Леонардо, Маркос, Эсто, Томас, Лука, Джей М, Абут, Ник, Глен, Ани, я, Джек, Виктор, Анна, Кристиан, Келли, Элис, Клара, Клоэ, Джон, Гислаин или Гисла, Петр, Даниэль, Конор. Блин, реально огромное всем спасибо. Ну а мы начинаем наш выпуск. Итак, что такое Калининград и что такое Калининградская область? Есть у нас в России, Россия, как вы знаете, самая большая страна в мире, но есть у нас такой вот кусочек территории в Европе. Это Калининградская область, она граничит с Литвой, с Польшей, и это бывшие прусские территории, бывшая Восточная Пруссия, которая после Второй мировой войны, после Великой Отечественной войны в 1945 году по результатам Потсдамской конференции отошла к России. То есть эта территория, она от Германии отошла к России. И через год, вот получается уже в 1946 году, раньше город назывался Кёнигсберг, о котором мы сейчас говорим, это бывший немецкий город, он был Кёнигсберг, его название, и вот после присоединения через год его переименовали в Калининград в честь одного из советских политических деятелей Калинина. У нас, кстати, очень много всяких и площадей Калинина в моем городе, в Новосибирске у нас есть площадь Калинина, потом, в каждом городе эта фамилия упоминается, вот, и, соответственно, с тех пор область называется не Кёнигсбергская, потому что изначально первый год она называлась Кёнигсбергская область, сейчас она называется Калининградская область, город Калининград, и многие другие там населенные пункты, города, их тоже переименовали, например, Зеленоградск, о котором мы тоже поговорим, и Советск. Вот, то есть сразу так и не поймешь, если услышишь об этом городе, не поймешь, что это бывшая немецкая территория. Почему я решил туда поехать? Вообще я давно собирался туда уже поехать, потому что, это довольно необычное место. Как я уже сказал, это бывшая территория Германии, и интересно было посмотреть вообще, что там осталось, что там сейчас. И плюс это довольно-таки далеко, это где-то там уже в Европе, и вообще как-то отличается климат, атмосфера и так далее, и вот я хотел это
увидеть все своими глазами. Постоянно у меня спрашивали: Артём, ты был в Калининграде, был ли ты в Калининграде? И я всегда говорил нет, я все ждал того момента, когда откроют Польшу, чтобы сначала поехать в Калининград и потом дальше поехать там в Гданьск или какие-то другие польские города. Но, к сожалению, сейчас не дождешься открытия границ, сейчас неизвестно, когда их откроют. А в России перемещаться сейчас не запрещено, поэтому вот я решил, окей, поеду в Калининград. Поехал я в январе, как я уже сказал, и, наверное, это послужило такой одной из главных причин, почему мне не так сильно там понравилось. Но, в общем-то, я просто был в Петербурге на тот момент, и ко мне собирались приехать друзья. У меня была неделя, я не хотел сидеть в Питере, потому что, в Питере я уже 2 года, и, честно, я уже все там обошел, все уже знаю, и мне не так интересно уже в Петербурге, поэтому я решил на недельку выбраться в Калининград. Ну и вот, собственно, я приехал в Калининград, заселился в хрущевке, в небольшой хрущевке почти в самом центре города. И на самом деле я предпочитаю жить в таких невысоких домах, пусть они старые, чем в каких-то новостройках, которые там 20 этажей. Мне это вообще не нравится, там нет какой-то души, атмосферы. Поэтому вот я выбрал это жилье, нашел его, как обычно, на Airbnb, и везде, где я останавливаюсь, практически сейчас по России, я захожу в Airbnb, ищу там какую-то квартиру и все. Ну или как вариант использую Booking. Нашел квартиру, все супер просто, ты бронируешь, приходишь, заселяешься, ну и все. И дальше я просто кидаю вещи и гуляю. Сейчас работают всякие сервисы по доставке еды, так что можно, в принципе, я там практически не готовил, либо доставлял еду на дом, либо где-то ел вне дома. Ну и что я делал? Я приехал, первое впечатление было такое, что, во-первых, там было теплее, чем в Петербурге, и, наверное, там более мягкий климат, но солнца не было. Не было солнца, было довольно-таки серо, и пошел снег. И я вот сейчас буду вставлять всякие кадры, что я снимал там. Ну и первое, что я увидел, первое, что меня поразило, это кирха, вот эта немецкая кирха, одно из таких немногих сооружений исторических, которые там остались. Вот на этом острове Канта, это остров Канта называется, потому что там захоронен Иммануил Кант, который родился в Кёнигсберге. И там ничего, собственно, не осталось. Понятно, я читал, что были бомбардировки вот именно этого острова, и все практически исторические здания были снесены, разрушены и затем снесены, ну и поэтому там сейчас просто парк, но вот эта кирха уцелела, и вот интересно было на нее посмотреть, то есть у меня было такое ощущение, такой флешбэк из моего путешествия в Литву, когда я был там год назад, по-моему, 1,5 года назад, там тоже такие кирхи. Вот, собственно, это первое, что я увидел. Потом я пошел дальше гулять по городу, увидел там Дом Советов, этот очень спорное сооружение, которое было построено на месте старого замка, который решили снести. Вот, мотивом послужило то, что он олицетворял прусскую вот эту воинственность, и советские власти на тот момент решили, не сохранять, уничтожить полностью. И, это обидно, потому что это просто красивое здание, то есть обидно, когда идеология уничтожает что-то, созданное человеком, что-то красивое, историческое. Пусть и это, я не хочу, сейчас поналетят всякие комментаторы, что я там уже за Пруссию и так далее, это просто красивое здание, которое можно было бы сохранить и оставить для будущих поколений. Вот. Но его решили снести, и на его месте построили абсолютно никчемный дом, какая-то коробка,
вот, которые даже не достроили. То есть они строили этот дом, не достроили его, забросили, и сейчас непонятно, что с ним будет. Вроде бы собираются сносить, скорее всего, его снесут. Но, в общем, сейчас там пустырь, там ничего нет, там просто вот этот дом и какие-то фонари, лавочки, ну и все, ничего там интересного нет. Ну и все, я дальше гулял по городу, было довольно-таки прохладно, шел снег, я периодически заходил в всякие там торговые центры, кафе, ну и, в принципе, по торговым центрам даже уже понятно, что и по кафе, по заведениям уже понятно, что это за город. Я, если честно, ожидал большего, потому что Калининград, он такой довольно провинциальный город, то есть меня вызвало такое впечатление. Я во многих городах был, ну и не могу сказать то же самое про Екатеринбург, например, про, ну понятно, Москву, Питер мы не будем брать в счет. Новосибирск, в принципе, тоже довольно развитый город, даже по заведениям, по кафе, то есть тебе сложно найти что-то такое современное, интересное, классное, вот, поэтому мне там не сильно понравилось именно в Калининграде. Какие-то там были предприняты попытки обратиться к истории города, и когда они реконструировали вот эти пятиэтажки, они сделали их под немецкие дома, то есть это получается как какой-то закос под что-то, что было, но либо было уничтожено, либо уничтожено врагами, либо уничтожено своими. Я рассматриваю город с точки зрения того, хотел бы я там жить или нет. И вот Калининград — это тот город, где я жить, наверное, не хотел бы. Хотя, опять же, я там был в январе, зимой, не было зелени, было серо, холодно, слякотно. Но, не знаю, надо, наверное, еще раз съездить летом. Но истории, к сожалению, там осталось очень мало. То есть, по сути, когда ты приезжаешь в Калининград, ты не приезжаешь в Европу, ты остаешься в той же самой России, просто когда ты идешь среди этих пятиэтажек, вдруг внезапно перед тобой раскрывается какой-то вид на старую немецкую кирху. И скорее это не Европа, в которую ты приезжаешь, а это кусочки Европы, которые просто оказались каким-то образом в России. То есть вот такие у меня были впечатления. Короче, очень мало там чего осталось исторического, и это обидно, потому что в советский период уже начали застраивать вот этими панельками, пятиэтажками, девятиэтажками. Некоторые из них еще нормально выглядят, некоторые просто серые и никакие. Так что город, к сожалению, кроме кирхи, мне там, не знаю, я ничего там не нашел интересного. То есть я бы не стал туда переезжать. Вот, у меня такие впечатления. Это мой откровенный отзыв о Калининграде. Дальше я поехал в Зеленоградск, потому что мне его посоветовали, сказали, что там прикольно. Ну, я поехал, и там действительно видно, что начали заниматься городом. Очень красивая остановка вокзала, такая современная, крутая. Вот. Ну и в целом довольно-таки ухоженный городок, небольшой, но есть, конечно, нюансы, то, что не хватает, наверное, денег, не хватает какого-то законодательства, которое запрещало бы уничтожать просто историю, которая у тебя есть, потому что во всех исторических домах практически заменены уже окна на пластиковые. А когда ты видишь дом с пластиковыми окнами, он уже не играет так, как он должен. То есть он уже выглядит как какая-то подделка, как что-то такое неестественное, неорганичное. Либо заброшенные какие-то дома, опять же, на главной улице встречаются, либо вот эти пластиковые окна везде, огромные вывески. И, опять же, эти граффити с котами, типа Зеленоградск, он славится тем, что там много котов, и у него такая идентика. И они как-то переигрывают вот эту всю тему, слишком много там всякой этой символики. Короче, сам город мне тоже не особо понравился. Интересно посмотреть какие-то отдельные объекты, что-то историческое там все равно есть, но дальше я расскажу о другом городе, который мне уже понравился, и он называется Советск. Но прежде в Зеленоградске есть еще одна крутая штука, которую стоит, наверное, посмотреть, это набережная. Набережная там действительно прикольная, и мне повезло оказаться там именно в январе, когда там не замерзшая вода и замерзший пляж.
И это очень необычно вообще для меня было. Да, там очень красиво, мне там понравилось. Ну и, собственно, на этом все. Больше ничего особенного я там не увидел. Но, опять же, вот это интересно было увидеть контраст каких-то старых довоенных построек и чего-то уже советского и современного. Ну и последний город, который я посетил, это Советск. В Советск я ехал... Кстати, во все города я ездил на автобусе. В Зеленоградск он недалеко довольно находится. Советск подальше. Советск он прям стоит на границе с Литвой. И мое главное, наверное, впечатление, помимо того, что это очень такой приятный, уютный город, где сохранилось максимальное количество исторических зданий. Конечно, там тоже хватает вот этой заброшенности, но в целом город довольно-таки хорошо сохранился. И как-то раз, вот когда я приехал, я гулял и увидел там где-то вдалеке огромный флаг России. Я такой думаю, интересно, почему тут флаг России? А я еще не смотрел на карте, где этот город находится. То есть я всегда, когда путешествую, у меня все супер спонтанно, я не готовлюсь, потому что я хочу получать самые яркие первые впечатления не из статей каких-то, а из того, что я сам вижу своими глазами. Поэтому я обычно приезжаю, смотрю, и по ходу уже, если что-то мне приглянулось, понравилось, я это изучаю, читаю в интернете. Ну и все, я, приехал, смотрю там российский флаг, я подхожу туда и понимаю, что это просто граница с Литвой. То есть через реку буквально, там уже Литва, и... это такой восторг у меня вызвало, потому что я никогда не видел другое государство вот так вот своими глазами напротив, находясь в России. Причем расстояние вот это от одного берега до другого, оно меньше, чем в Новосибирске, расстояние через реку. Ребята, я сейчас в городе Советске, тут довольно прохладно, поэтому я так укутался в капюшон. И смотрите, позади меня огромный флаг России. Я все думал, почему он тут? А потом я увидел вот это. И посмотрел на карту. Это у нас Литва, уже другое государство. И вон там у нас мостик, через который видно фургончики всякие проезжают, проходит таможня. Впечатление вообще просто невероятное. Я впервые вижу другое государство, другую страну вот так вот напротив, через реку. Это вообще что-то просто невероятное. Короче, это очень меня впечатлило, и вот это, наверное, то, ради чего стоит вообще приехать туда. Я бы хотел туда приехать летом еще, потому что, довольно-таки приятный город, и если откроют Литву, то можно пешком просто дойти до Литвы или на автобусе доехать там до какого-то ближайшего города. Короче, вот, что еще сказать? В принципе, прикольно для разнообразия, но я бы не сказал, что это самое лучшее, самое красивое место в России. По крайней мере, в моем рейтинге Калининград, не занимает там какую-то супер топовую позицию. Съездить стоит, посмотреть стоит, но я был разочарован. И я уже вижу эти комментарии гневные жителей Калининграда, которые недовольны моим мнением, но это то, что мне показалось, может быть, показалось, не знаю, такое у меня впечатление, в общем. Напишите в комментариях, как вам такой формат, когда я просто сижу и рассказываю о поездке, а не непосредственно записываю какой-то влог там. Мне, кстати, в чате вот вчера ребята писали, что подкасты больше нравятся, потому что так удобнее, я просто сижу и что-то там говорю, чем когда я записываю влог, где есть паузы, где есть какой-то разный шум, звуки. Не знаю, напишите в комментариях. В принципе, я могу делать в таком формате, записывать что-то непосредственно в городе и уже комментировать по прибытию, когда я уже окажусь здесь. Еще одна вещь, которую я забыл сказать, в Советске я вообще почему решил туда поехать? Потому что Советск — это город, в котором находится одно из самых красивых заброшенных зданий из тех, что я видел. Я когда увидел это здание у Варламова, по-моему, на канале, рекомендую, кстати, подписаться там про города России, я такой, вау, как это круто, я обязательно, когда поеду в Калининград, заеду в этот город, ну и вот я решил заехать, и действительно, это тоже очень меня впечатлило, очень красиво, как вот эта великая красота просто
разрушается. Не знаю, что-то в этом есть. Потому что обычно, когда у нас делают реставрацию, у нас просто все замазывают настолько, что как будто это только что построенный дом, но там все в первозданном виде, скажем так, и вот эта запущенность, заброшенность, в ней тоже есть какая-то атмосфера, какое-то время, история, дух. Короче, все это прикольно. Так что, ребята, заезжайте в Советск, когда у вас будет, когда откроют границы и когда будет возможность. В Калининград тоже заезжайте, посмотрите там кирху, не знаю, ну, просто погуляйте там, наверное, летом приятнее, потому что зелень. Ну и наверняка еще есть какие-то места, которые я там не видел. И все, на этом на сегодня все. Скоро я отправлюсь в новое путешествие на Кавказ и буду держать вас в курсе. Подписывайтесь на Инстаграм проекта, потому что там я обычно выкладываю, что я делаю в течение дня, там в разных городах, показываю вам всякие интересные места. Жду вас на Патреоне. Самые сложные слова из этого выпуска или какие-то дополнительные инсайты, о которых я забыл сказать, я еще расскажу в дополнительном подкасте, Extra Podcast. На этом все. Спасибо и увидимся. Пока.